Всем привет! Меня зовут Ольга Шевченко. Я художник-иллюстратор, и в этом видео я бы хотела поделиться с вами своим опытом в рисовании и покажу небольшой процесс создания иллюстрации. И в этом видео я бы хотела показать процесс создания быстрого акварельного наброска. И главным героем у нас будет дома Санта-Мария-дель-Фьоре. И основную задачу, которую я ставлю, это показать атмосферу и не вдаваясь в подробности при построении перспективы или же архитектуры. Также я подготовила несколько референсов, на которые мы будем ссылаться. То есть мы возьмем основной силуэт, фронтальную часть дома, проработаем детали, которые находятся на самой фронтальной части, то есть рельеф, и добавим немного деталей внизу, но там уже в импровизации прохожие, велосипеды и падающая тень на переднем плане. Скажу пару слов о самом доме. Он находится в самом центре Флоренции и славится своим куполом Брунеллески и считается символом Возрождения. Вот. И также мы будем использовать в основном основные цвета. Это дюны, мока, индиго и серая пейна, для того, чтобы передать атмосферу именно дома и той атмосферы, которая находится вокруг этого здания. Из материалов, которые я буду использовать, это кисть да Винчи номер 4, которую я буду использовать для фона. Потом Борчани Бонаци номер 8 и Пинакс номер 5. Две последние кисти – это синтетика, которой я буду прорабатывать детали. Бумагу, которую я буду использовать, это Маньяни Тоскана и акварель Белые ночи. И мы начнем с вами с карандашного наброска. Я начинаю в основном с левого верхнего угла и прорабатываю силуэт самого здания. Оно более трапециевидной формы, чтобы показать немного уходящее ввысь, то есть показать такое величественное и большое здание. Добавляю немного деталей карандашом. 3 входа, которые находятся у нас на переднем фронтальном здании. Добавляю совсем немного элементов и начинаю работать с акварелью. Я беру кисть да Винчи и наношу воду, начиная с верхней части нашего листа, и стараюсь заполнить все пространство, но доходя только до середины. Потом я смешиваю мока и дюны и начинаю прокладывать первый слой, заходя и на сам силуэт, то есть на сам дома, и на задний фон, там, где у нас будет небо. С левой части я хочу показать падающее солнце, поэтому я буду изображать более все в теплых оттенках, используя, как я уже сказала, мока, дюны, и добавляя немножко охры. А с правой части у нас будет более такая падающая тень. Сверху я добавляю немного индиго, и на влажную бумагу, пока она еще не высохла, я добавляю такими каплями, придавая немного эффект туч, облаков, и оставляю это все высыхать. Если немного где-то подтекает, я это все подбираю немного кистью. Потом я начинаю прорабатывать более правый угол, там, где у нас находится теневая часть, и это все прорабатываю, смешивая индиго и мока. Тем самым у нас получается довольно-таки нежный серый оттенок. И на первом этапе я стараюсь не добавлять сильно темных оттенков.
На передний план я выношу падающую тень от зданий, которые находятся напротив дома. Я добавляю побольше воды и стараюсь работать от темного к светлому, то есть от индиго более к мока. Потом, опять же, той самой правой части я добавляю немного капель и работаю от пятна. То есть я намечаю немного прохожих и от этих пятен перехожу на дуома, то есть работаю от пятна. Потом смешиваю мока и дюны и перехожу обратно к левой части нашего дуома и уже прорабатываю силуэт, чтобы немного выделить его на самом фоне. И в данном случае я стараюсь делать не только обобщенные части, но и намечать немного деталей, находящихся в рельефе. Слева внизу я сделала такое пятно, тем самым намекая на прохожих и добавляя более таких теплых и молочных оттенков, как я уже сказала, это мока и дюны, и стараюсь это все взаимодействовать вместе с самим зданием, то есть прохожие и здания, они между собой должны гармонизировать, то есть показать падающее солнце с левой части. Чтобы изобразить розочку в самом верху, я использую довольно-таки плотный оттенок мока, он такой у нас получается немного розоватый. И потом возвращаюсь к центральной части, где я оставила такое белое пятно специально чистого листа, чтобы показать самое яркое пятно падающего солнца. И уже там я аккуратно прорисовываю детали таким линейным способом. Здесь я меняю кисточку и уже работаю с синтетикой, потому что мне нравится то, что она довольно-таки грубоватая, и детали можно проработать более ярко и более четко. И уже работаю с этой кисточкой и добавляю детали. В основном я прорабатываю все линейным способом, то есть использую кривую линию. И стараюсь не прорисовывать довольно-таки четкие, правильные линии, а работаю с кривыми и ломаными. Возвращаюсь опять же обратно к правой темной части, где у нас будет падающая тень. И там я уже использую в основном индиго и серая пейна. И все это смешиваю с мока и перехожу на верхнюю часть с нежным серым цветом, прорабатываю рельеф дуома наверху, чтобы также немного выделить его на фоне и вынести немного вперед. Потом я возвращаюсь к центральной части и добавляю немного индиго на дверь в центре. И уже от этого цвета я прорабатываю линейные детали самого рельефа. То есть работаю с тем же самым цветом, более таким ярким и насыщенным. И постепенно перехожу то вверх, то вниз. Те детали, которые мы сейчас наносим, они не будут такими яркими, такими выделяющимися, потому что в конце я возьму опять же ту кисть да Винчи, которой я делала фон, и постараюсь это все объединить, то есть детали и сам фон, чтобы сделать рисунок довольно-таки гармоничным, чтобы детали не были сильно яркими и сильно выделяющимися, и которые бы выпрыгивали из рисунка, чтобы это все гармонизировать между собой.
Потом я смешиваю индиго и добавляю немного марс-коричневый и начинаю изображать прохожих, силуэты прохожих, чтобы сделать акцент справа, чтобы немного гармонизировать нашу композицию. Опять же, я работаю от пятна. Добавляю немного линейного велосипеда и сажаю сверху велосипедиста и прорабатываю детали. Опять же, я в основном работаю от пятна, и от тех пятен, которые у меня уже есть на листе, я стараюсь добавлять что-то вроде ног, рук или же дополнительно рядом проходящих прохожих. И тем самым цвета между собой они смешиваются и появляются новые оттенки. И рисунок получается более многогранный и более гармоничный, потому что больше грязи, больше связи, и цвет получается более такой природный. Возвращаюсь обратно к правой части и прорабатываю правую дверь с более насыщенным ярким индиго, вперемешку немного с Марсом коричневым. Добавляю немного коричневого. И чтобы сделать акцент в самом центре, опять же, работаю от пятна, делаю такой намек на прохожего. И возвращаюсь опять же к верхней части и прорабатываю розочку, которая у нас находится над правой дверью. Потом на палитре та смесь, которая у нас осталась от мока и индиго, такой нежный серый, я наношу на самый верхний край, тем самым выделяя, опять же, постепенно выделяя сам силуэт здания на передний план. Прорабатываю, опять же, детали, используя этот же серый цвет. Он такой, можно сказать, соединяющий нашу темную часть и светлую. Потом возвращаюсь к нижней части, когда все у нас успевает подсыхать. Я изображаю уже более такие темные контрастные блики, оттенки в виде наших прохожих, делая акценты. Потом использую тот же самый получившийся теплый серый цвет и стараюсь соединить нашу тень вместе с дуома и прохожими, чтобы это выглядело довольно-таки гармонично. Этим же цветом я прорабатываю некоторые детали, которые находятся на переднем плане. В последующем я буду добавлять более яркие акценты, оттенки, но на данном этапе я прорабатываю это все более таким легким, нежным коричневым цветом, серым цветом. Слева наношу такую линейную форму в виде прохожего. И прорабатываю уже центральную часть, добавляя некоторые детали. Там, где места еще не подсохли, я наношу все равно линейные детали, и получается наоборот даже такие размытые детали, более атмосферные. То есть в некоторых местах у нас получается более размыто, в некоторых местах более четко. Тем самым придается такой ослепляющий солнечный свет, закатный.
и прорабатываю уже детали, показывая немного падающие тени между собой на рельефе. Потом добавляю больше деталей на том месте, где у нас будет падающее солнце, и стараюсь туда добавлять только линейные детали, потому что если мы заполним это все плотной краской, то весь свет у нас потеряется. Немного прорабатываю детали на прохожих. Прохожих мы импровизируем, то есть у меня нет никакого референса, я это в основном все делаю из головы. Основная часть, которую мы делаем, конечно, это же дуома, но чтобы это все сгармонизировать и посадить это в пространство, мы добавляем прохожим падающую тень. Тем самым у нас получается такая гармоничная композиция, довольно-таки целостный набросок. Как я уже говорила, под конец мы берем с вами кисть большую, которую я использовала в самом начале, и стараюсь объединить детали, которые я делала на протяжении всего времени. И это все делаю благодаря воде и легкими такими пастозными каплями соединяю детали и общую форму. Потом та вода, которая у нас осталась на листе, я убираю кистью, потому что получаются такие лужицы. И соединяю между собой, чтобы сделать из частного в более общую форму. Тут же добавляю немножко деталей. Внизу слева я немного добавляю темного оттенка, чтобы немного выделить прохожих, которые у нас находятся на углу. Такой сеточкой добавляю немного сверху и начинаю прорабатывать, добавляю чуть-чуть побольше деталей на саму розочку. Добавляю сверху такую сеточку, немного деталей, чтобы немного выделить наше дуомо на фоне неба. Добавляю деталей в теневую часть сверху. То есть у нас правая часть будет такая более детализированная, чем левая часть. Придам больше деталей справа. Добавляю чуть больше теней справа, но стараюсь сильно не темнить верхнюю правую часть, потому что основная тень у нас падает внизу, и более контрастную часть я делаю нижнюю правую. Опять же возвращаюсь от частного к общему, от общего к частному. Добавляю прохожего посерединке, тем самым делая небольшой такой акцент и немного уводя дуомо на задний план. То есть, изображая маленького человечка на переднем плане, я еще сильнее увожу дуомо на задний план. Добавляю немного теней на самом рельефе. Прорабатываю центральную часть и стараюсь не использовать темные оттенки, когда перехожу на левую часть дуомо. Беру индиго, смешиваю это с Марсом коричневым
и изображаю такой акцент в виде прохожего человека справа внизу, чтобы показать такое пространство. Добавляю немного более четких и темных деталей на самих велосипедах, которые у нас находятся на переднем плане. Прорабатываю немного его детальней и парочку деталей добавляю на самом рельефе дома. Добавляю немного темного оттенка на центральной двери. И добавляю линейных силуэтов прохожих, чтобы создать такую массу людей, что их много, и особо не прорабатывая, но показать, что довольно большое количество людей находится у нас на площади. Добавляю немного серым оттенком прохожих на левой части. И парочку деталей добавляю еще сверху на розочку. И в принципе у нас вполне законченный быстрый набросок. Можно, конечно, проработать больше, но в принципе это достаточно для законченного акварельного наброска. Такой более иллюстраторский, импровизированный у нас получился. Парочку деталей, и в принципе у нас уже законченный набросок. Спасибо всем за внимание, за просмотры, и до следующего видео.